Россия стоит перед угрозой повторения британского сценария по проблеме мигрантов, однако точка невозврата еще не пройдена. Политолог предлагает конкретные меры, которые необходимо предпринять, чтобы избежать такой ситуации. В противном случае, по его словам, мы можем потерять все и навсегда. Между тем, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала продолжить завоз мигрантов и призвала не нагнетать обстановку в межнациональных отношениях. Об этом мы поговорим в нашем выпуске. Просьба поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. В Великобритании продолжаются протесты на фоне миграционного кризиса. Поводом для них стало нападение на детей. Общественность требует ужесточения миграционной политики, однако их усилия не поддерживаются властями. Более того, правительство встало на сторону мигрантов, которые с оружием выходят на улицы и требуют наказания для тех, кто высказывает недовольство. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о мобилизации полиции для борьбы с беспорядками в стране. Также вводятся более жесткие наказания за правонарушения, множество людей уже арестовано, и почти все они предстанут перед судом. Стармер призвал ускорить процесс идентификации задержанных, чтобы они понесли заслуженное наказание. Он также подчеркнул, что уголовное законодательство распространяется и на онлайн, и на офлайн действия. Он заявил, что, несмотря на мотивы протестующих, эти действия нельзя считать законными протестами, это насилие. И правительство не позволит нападений на мечети или мусульманские общины. Стармер заверил, что к участникам этих агрессивных действий будет применена вся сила закона. Фактически это означает, что британская полиция будет действовать в интересах мигрантов. Власти приняли решение поддерживать гостей в текущей ситуации. Илон Маск, кстати, призвал Стармера тревожиться об атаках не только на исламские общины. Политолог Николай Севастьянов считает, что подобный сценарий может легко повториться в России. По мнению специалиста, наблюдается явная тенденция, которую можно проиллюстрировать попытками замалчивания преступлений, совершенных мигрантами. Справедливости удается добиться только тогда, когда дело получает широкую огласку в СМИ или ставится под контроль главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Однако, как считает политолог, Россия еще не достигла точки невозврата. Чтобы предотвратить повторение британского сценария, необходимы конкретные меры. К примеру, требуется введение визового режима со странами Средней Азии и Закавказья. Также необходимо аннулировать гражданство тех людей, которые получили его с нарушениями закона, и признать ваххабизм экстремистской идеологией. Эксперт подчеркнул, что ошибочно считать, будто наши ваххабиты сильно отличаются от салафитов из Великобритании, которые продвигают антиколониальные нарративы. Политолог также отметил важность пересмотра отношения к диаспорам. Проблема заключается в том, что многие из них уже не напоминают миролюбивые национальные объединения, а все больше похожи на организованные преступные группы. Кроме того, необходимо закрыть подпольные ММА-клубы и нелегальные молельные дома, где часто пропагандируется экстремистская идеология. Если ничего не сделать, мы потеряем все и навсегда. Это то, что невозможно откатить, и будущие поколения нас просто проклянут, заявил Севастьянов. Но пока политологи разъясняют, что да как оказывается, что федеральным властям не хватает приезжих ценных специалистов из Средней Азии. Так, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила свое мнение по поводу миграции в современной России. Интересно, что она не видит проблемы в самой миграции. Проблему она усматривает только в тех, кто противостоит увеличению числа приезжих и нарушению законов с их стороны. Политик заверила, что мигранты останутся с нами навсегда, и их число будет только расти. Выступая перед журналистами, Валентина Матвиенко затронула тему российского рынка труда и импортирования рабочей силы. Она признала, что мигранты могут быть замешаны в уголовных преступлениях, но призвала не преувеличивать масштабы проблемы. Нам надо масштабировать проблемы и отдельные эпизоды. Коллеги, это не полезно. Вот я вам скажу, как председатель Межпарламентской ассамблеи СНГ, я считаю, что очень важно укреплять горизонтальные связи, человеческие связи, заявила она. Но, как мы видим, горизонтальные связи между людьми мигранты укрепляют постоянно, обычно действуя группами и отправляя свою очередную жертву на асфальт. Хотя, возможно, Матвиенко имела в виду что-то другое. Нам нужно продолжить ту дружбу народов России и стран СНГ. Мы жили в одном государстве, у нас есть общие традиции, есть общие интересы. И это, в том числе, является фактором стабильности в СНГ, продолжила Матвиенко. Да, когда-то мы действительно жили в одном государстве, это абсолютная правда.
Но вот по поводу общих традиций возникают сомнения. Кажется, что единственной общей традицией у жителей России и Таджикистана было ношение значка Ленина во времена коммунистической идеологии, которой уже нет. Вспомнить другие общие традиции довольно сложно. Кроме того, основная масса населения стран Средней Азии – это люди, которым слегка за 30 лет, то есть те, кто не связан с советской культурой и воспитан на антиколониальных посылах против Российской империи, Советов и современной России. Нельзя игнорировать религиозную радикализацию и агрессивную маскулинную культуру маргинальных низов, которые ищут удачи за границей. Мы не можем пойти по пути запрета миграции. Это понятно и очевидно, заверила политик. Мы будем продолжать совершенствование законодательства во взаимодействии с нашими коллегами из тех стран СНГ, которые в основном направляют миграционные потоки. Мы сможем справиться с этой проблемой и поставить ее во взаимовыгодное русло. Если перевести с чиновничьего языка на русский, то Валентина Матвиенко заявила, что Россия крайне заинтересована в миграции из Средней Азии и не представляет себе другого способа решения проблемы кадрового дефицита. Переформатировать рынок труда и создать рабочую систему внутренней миграции для них слишком сложно. Гораздо легче просто открыть ворота для таджиков и узбеков. Интересно также отметить, что Матвиенко выразила готовность искать взаимовыгодное сотрудничество с властями стран Средней Азии. Им это тоже выгодно. Мигранты отправляют из России на родину сотни миллиардов рублей. Однако недавно среднеазиатские омбудсмены запросили льготные условия для своих соотечественников, которые, по их мнению, должна предоставить Москва. Если Россия пойдет на эти уступки, привилегированное положение мигрантов будет официально закреплено на бумаге с государственной печатью. Вот как это комментируют пользователи социальных сетей. Мы уже чувствуем себя чужими в своей стране. Город Люберцы оккупирован азиатами и другими инокультурными группами. В рабочее время на улицах толпы в хиджабах с множеством детей, поднимающие нашу экономику. Кафе и палатки расположены по нескольку штук на одном перекрестке. На остановках зазывалы, как на рынках где-то в Азии. Это северная сторона аула Люберцы, пишет Вячеслав. Заявление госпожи Матвиенко с призывом перестать масштабировать отдельные явления свидетельствует об абсолютной потере ею реальности. Поэтому не следует удивляться тому, что необходимые еще вчера законы по совершенствованию миграционной политики в интересах граждан России тормозятся. Может командировать наших сенаторов и депутатов вместе с семьями на 2-3 месяца в котельники, обязав перемещаться на общественном транспорте. Глядишь, и дело сдвинется, предлагает Дмитрий. То, что происходит в Британии, это прям трейлер к возможному сценарию в России, если чиновники не примут закон, ограничивающий бесконтрольную миграцию. А чиновники у нас всем своим видом показывают, что они за мигрантов против коренного населения, считает Максим. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!